Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. И с вами не Али и Кирилл, да, а вот мои новые дружочки. Но на самом деле сегодня мы с вами посмотрим и большую ступу в Катманду, и отправимся в приключения на вертолете, посмотрим на Эверест и, конечно же, побываем на тайной церемонии. Друзья, мы наконец-таки приехали в наш отель в Катманду. Называется отель Доумелинг. Так выглядит парковка. Добирались мы по узким улочкам из аэропорта. И скажу вам, что это было то еще приключение, потому что сейчас для меня Непал выглядит как Индия на минималках. Пройдем вовнутрь. Это ресепшн. Посмотрите, какая большая территория. Здесь есть столики, играет приятная музыка. Можно выпить вкусный кофеечек, можно поесть десертик. В общем, территория интересная и приятная. По центру расположен рисунок из песка. Здесь мы видим лотос с различными знаками, которые, я уверена, что-то обязательно символизируют. Здесь всегда можно попить бесплатную водичку, которую добавляют яблоко, апельсин, огурец. Как аппетитно выглядят здесь десертики различные и хорошая кофемашинка. Сейчас идем на общую территорию. Здесь находится ресторан, монастырь и бассейн. Не уверена, что можно просто так зайти в этот монастырь, но обратите внимание, что сейчас он закрыт, но в целом доступно прийти сюда не только гостям отеля, но и вообще любым посетителям. Рады, открытые двери свои. Красота, конечно. Таким образом выглядит здание отеля. И рядом находится ресторан и монастырь. Сам ресторан мы покажем вам позднее. Сейчас там обедают. А так у нас здесь будут проходить завтраки. Сейчас пройдем на территорию бассейна. Правда, купаться сейчас прохладно. Бассейн огромный. Возможно, в летний сезон здесь купаются, отдыхают, загорают. Но сейчас в Непале зима, поэтому все ходят в куртках. На территории бассейна также есть бар, где можно заказать различные коктейльчики, охладительные напитки. Еще одна интересная фишка в отеле – это стена из цветков, которые выращены в горшках. Вернемся в отель и пройдем в наш номер. Я хочу поехать не на лифте, а хочу пройтись пешком, потому что мне нравится, как выглядят этажи. Здесь развешаны различные таблички с цитатами Будды или Далай-ламы. Вот здесь лифт, но мы поднимемся пешком, чтобы посмотреть с вами красивые картины, которые украшены золотыми рамами. В основном изображены различные монахи. Здесь стена с масками. Здесь будет моя любимая цитата. Это легко видеть ошибки других и не замечать своих собственных. Цитата Будды. Пройдем в нашу комнату, пока я всех выгнала. Сразу же нас встречает шкаф, который мы заполнили своими вещами. В этом отеле мы должны были быть день назад, но наш рейс задержался на сутки, поэтому вот как получилось. Помимо того, что здесь есть шкаф, куда мы вместили рюкзак, чемодан и еще другие рюкзаки, здесь также есть сейф, в котором стоит, конечно же, хранить вещи, потому что Непал не такая безопасная страна. Помимо этого у нас здесь находится столик. Можно попить чай, кофе.
Холодильник есть, можно купить напиточки, хотя сейчас в комнате вообще прохладно и вряд ли мы будем покупать какие-то охладительные напитки. У нас 3 кровати, одна из них дополнительная, такая вот модная раскладушка, и еще 2 кровати, потому что они маленькие, и тут как бы не разместиться нам втроем, поэтому мы решили взять себе дополнительную. Отель очень интересно сделан, кирпичная стена, есть также кондиционер. Сейчас он выключен, но в комнате очень комфортная температура. Также есть телевизор, зеркало, рабочий стол. Комната светлая, что, конечно же, приятно. Из окна открывается вид на Катманду. Давайте посмотрим. Это храм, который находится на территории. Мы здесь уже проходили. Здесь находится ресепшн. Здесь проходит завтрак на открытом пространстве. Слышны голоса детишек. По всей видимости, совсем недалеко находится школа. Такой, видите, веселенький город, украшенный флажками. Но это мы еще заехали в хороший район, по всей видимости, потому что то, что мы видели из аэропорта по дороге, это, конечно же, немного пугает. У нас также есть 2 прикроватных тумбочки, бра. И, что хорошо, нам поставили водичку, потому что завтра нам вода понадобится. Ну и давайте пройдем в душевую комнату. Вот наша душевая. Тропический душ. Здесь есть шампунь, лосьон для тела, гель для душа, мыло. Очень много полотенец. Есть фен, шапочка, зубные щетки, жидкое мыло, большое зеркало. В общем, все здесь аккуратненько. Сейчас мы спустились вниз, потому что самое время завтрака, а потом мы пойдем гулять и смотреть на ближайшие достопримечательности. Как я вам и говорила, завтрак проходит в отдельном здании. Здесь большое количество столиков. Помещение ресторана большое, комфортное. Давайте посмотрим, что у нас сегодня будет на завтрак. Здесь можно себе сделать чай масала. Из еды у нас сосиски куриные. Здесь у нас гриль томаты. Есть даже каша. Вареные яйца. Здесь у нас капуста. И нудлс. Нудлс с овощами. Также есть выпечка, различные кексы, булочки, тосты, джем, мед, масло. Можно себе сделать хлопья, ну а также водичка. Здесь также есть салат-бар, огурцы, помидоры, салат. Есть папайя, арбуз, какая-то йогуртовая заправка. Это огурчики и маслины. Также есть соки. На завтраке дают разные явства, сосисочки, овощи, как свежие, так и маринованные. Сок, вот, допустим, арбузный у меня, или замечательный сок апельсин с морковью, он такой витаминный. Также есть кисломолочные продукты, что на самом деле в Непале не самая частая вещь, потому что, как вы знаете, корова здесь священное животное, поэтому чаще здесь используют молоко буйволиц. Но здесь для туристов, так сказать, молоком обычным. Также помимо вареных яиц, здесь можно заказать себе либо жареные яйца, либо омлет, ну, в общем, скрамбл, любые вариации яиц. Вот я себе взял жареный, а у Али масала омлет. То есть это омлет со специей масала, также с добавлением чили. После сложного перелета Кирилл решил немного поспать, но я решила вытащить хотя бы Али, чтобы он пошел погулять со мной. И мы идем до знаменитой Белой ступы, которая находится не так далеко от нашего отеля. Но сначала мы обменяем деньги, посмотрим, сколько сейчас стоит рупия в обменниках. Такси здесь только по наличке. Пользуются Индрави либо приложением Падхара. Вот, поэтому везде нужна здесь наличка. Так, у нас сейчас нет налички, нам пришлось идти пешком до первого обменника. Мы уже практически дошли, но уже, знаете, так колоритно. И это даже не центр, это даже не центр Катманду. Вот, это даже, я бы сказала, окраина, недалеко от аэропорта, в 5 километрах.
находится ступа где-то здесь рядом. Туристы встречаются, потому что здесь вот как раз вот эта вот большая ступа. Ручки продают, кстати, такая, представляете, 600 рупий. Очень дороговато. Из экзотического еще можно встретить хурму. Я говорю, я до этого хурму в Азии вообще не видела. Реально хурма. И черемоя. Такое плотненькое движение. Постоянно все сигналят. Обменяли мы курс. Money changer здесь хороший есть. $1. 134 непальских рупий. Называется он World Touch Money Changer. Находится прямо рядом со ступой. В общем, мы сделали одну хитрую штуку. Ади, расскажи, что мы сделали с тобой? Мы зашли в зону, где меняем деньги, хотя там уже нужен был билет. Но мы сказали, что мы дальше не пойдем, нам нужно только обменять деньги, нас пропустили. И Мы прошли бесплатно. даже как-то неудобно. Да ну ты что? Короче, там, знаете, там стоит, значит, мужичок, официальных билетов нет. На самом деле все говорят, что вход на эту ступу бесплатный. Но вот он придумал, что это должно стоить там или 400, или 500 рупий. Ну, что-то такое, знаете. В общем, мы момент пропустили и пришли к красивой белой ступе. Просто обратите внимание, как одеты другие люди. Многим вообще очень холодно. Я думаю, что я еще посмотреть в жилеточке. Еще не так тепло одета, но многие стоят, им прям очень холодно. Ребята, смотрите, какие кайфовые рюкзачки. И рюкзачки, и шоперы очень красивые. Это не просто ступа, это целый комплекс, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И называется он Бодхнатх. Считается, что Бодхнатх – это основной центр тибетского буддизма в Непале. Видите, какие колоритные здесь монахи ходят. Али, как тебе вообще первая атмосфера? Расскажи, поделись со зрителями. Слушайте, Ты в шоке, не в шоке? Да нет, я не в шоке, достаточно колоритно. Видны разные слои населения. Отдельным, наверное, таким особняком стоит духовенство, потому что по ним не скажешь, они бедные или богатые. Вот, а остальные люди, они как бы или зажиточные, очевидно, или, ну, бедные, очевидно. Вот, но в целом очень не похоже на то, что мы видели до этого места. А вокруг этой ступы находятся различные здания. Это монастырские школы разного направления. Некоторые из них прям очень колоритные. Зашла внутрь одной из школ. И вот здесь вот стоит человек, который постоянно крутит это интересное изобретение. Они сначала берут и крутят вот эту штучку, потом вот эту. Видимо, это на какое-то счастье, удачи, не знаю. Может быть, они так пытаются сконнектиться с Буддой, я не знаю. Но выглядит все это очень колоритно. Значит так, ребята, объяснили нам местные, что это делают для того, чтобы получить благословение Будды. Вот так вот походишь по кругу, покрутишь ее изобретение и получишь благословение. Мы сейчас поднимаемся на второй этаж. Со второго этажа открывается вид на белую ступу. Здесь много голубей, потому что их здесь подкармливают в центре площади. Скорее всего, тоже какая-то местная традиция. И только представьте, эта ступа Бодхнатх была построена в IV веке. Сейчас красиво открывается вид, потому что мы пришли практически к закату. Также на обзорной площадке есть еще небольшой монастырь, конечно же, внутри которого нельзя снимать фото и видео. Но мы вот так вот мимо просто проходим и смотрим, что там, конечно же, красиво, и там есть золотые Будды. На самом деле, центральным сюжетом буддизма является идея реинкарнации того, что жизнь – это колесо, которое вращается, и тем самым любая жизнь после смерти снова представляет собой жизнь. Местные здесь устраивают прямо перед ступой, перед входом в этот мемориальный комплекс небольшую дымовую завесу. Я сначала подумал, что они жарят каштаны, присмотрелся, ничего съедобного. Это веточки, коренья, масло, это все исключительно ритуальная функция. Но выглядит, конечно, эпично. Наш
нашли какую-то палаточку. Оказалось, что у ступа надо снимать обувь, а я прям, как бы, сами понимаете, не хочу этого делать. И вот нашли вот такие вот носочки, сторговались за 300 рупий. Сейчас вот переведут в доллары, и вы офигеете, насколько это дешево. Чё? Ну, за 300 рупий купила носочки. Закупили с носками. За 300 рупий. Блин, вот за что я люблю Азию, особенно вот типа Индии, знаешь, вот такой вот. То, что цены, конечно, еще такие доступные, скажем так. Да не на все. Ну вот, то есть, в Дубае вот этот платок, который... Тебе повезло. Он стоил 900. Здесь эти платки такие же по 700. Хотя разница всегда должна быть существенная. Дубай и Непал. Слушай, надо еще смотреть на качество, на это все такое. Это же типа тоже страна текстиля. Здесь должно быть очень хорошее качество именно в Непале. В Дубае я не знаю, да. Очень мягенько, ребята. Это, знаете, это как вот сандали переодеть на угол. Я себя чувствую реально как в угол. Ой, кто-то вот по такой холодной земле еще и ходит босиком. И все ради церемонии, ради того, чтобы посмотреть поближе на эту большую ступу с глазками. Гуляя вокруг ступа, можно увидеть, какие именно школы здесь находятся. Спиритальные, исторические. Все в непальских флажках знаменитых. И с любой стороны можно увидеть глаза этой ступы. Потрясающие, конечно, культуры и традиции в Непале. Все это очень красиво. Реально кайфую от архитектуры, которая находится вокруг этой ступы. Посмотрите, какие кафешки в английском стиле The Golden Eyes. Ой. Ну, понятное дело, конечно, что здесь не все так чисто, красиво и вылизано, но главное – колорит. Это не просто платочки, а здесь распечатаны сказания Будды. На многих из них мы можем увидеть его изображение. А это вот та самая обзорная площадка. Кстати, вот напротив нее находится вход к этой ступе. В общем, в итоге заплатили мы только за носочки, еще я купила себе кошелечек. Закончили гулять с Али по ступе, да, посмотрели на различные церемонии, которые проходили там. Колоритно, красиво. И сейчас мы хотим отправиться в одну из кафешек, чтобы попить кофе с видом на эту ступу. Вместо кофе мы решили взять себе что-то местного глинтвейна. Мулитвай называется. Такой тепленький. Сейчас как раз таки хочется чего-то теплого в такое время прохладное. Али сидит под приятную музыку с видом на ступу. Открывает винишко по акции. На самом деле, с видом на ступу сидит Тамара, а я сижу с видом на Тамару, с видом на ступу. Ну, вот видишь, как тебе повезло. Мы сейчас с Али идем отдыхать в наш отель, а завтра отправляемся в новые интересные приключения. Наступило уже следующее утро, время 6 часов 40 минут, мы находимся в местном аэропорту. Именно отсюда у нас начинается экскурсия на Эверест. Когда мы отправляемся необычным способом, не трекингом, а полетим на вертолете. На вертолете, друзья. Наконец-то этот день настал, все вам покажем, расскажем и поделимся нашими впечатлениями. Нам уже выдали посадочные билеты. Fishtail Air. Полетим с вами на вертолете. Мы прошли все необходимые проверки в местном аэропорту и сейчас на вертолете отправляемся в аэропорт Вулку. Дело в том, что до этого аэропорта нельзя добраться на машине или другим транспортом, только вертолетом либо самолетом.
Сперва мы минут 40 летели до деревни, которая называется Лукла. Там мы сделали дозаправку. После чего часть нашей группы, то есть нас вдвоем с Томой, оставили в базовом лагере, а вторая часть полетела кружить над Эверестом. После чего вертолет вернется за нами, и уже полетим смотреть на горы мы. Во время полета нам также открывался шикарный вид вначале на город, после чего уже мы пролетали над горной местностью, где видели заснеженные горы, холмы, также небольшие деревушки под нами. В общем, необычный опыт. Ребята, это было просто незабываемо. Я давно об этом мечтала, увидеть своими глазами Эверест. Кружили мы, наверное, минут 15, и это были потрясающие виды. Да, очень-очень нам показалось, что это все быстро. То есть мы только сели, пока камера лево-право, огляделись, и уже закончилось. Представляете, то есть буквально одно мгновение. Ну и, конечно же, для меня отдельной радостью было посидеть вместе с пилотом, увидеть панорамные виды на горы Эверест. И это, конечно же, огромное счастье. Сейчас мы находимся в ресторане на обзорной площадке с видом на горы на высоте 3880 метров. И здесь, конечно же, ощущается нехватка кислорода. Виды действительно потрясающие. Иногда, конечно, обволакивает облаками, становится немного туманно, но когда выходит солнышко и рассеиваются облака, то виды потрясающие. Здесь за дополнительную плату в ресторане можно заказать завтрак, но он стоит недешево, 4500 рупий. Заказать отдельно чай нельзя, то есть можно заказать только лишь комплект, там целиком завтрак, в который входит каша, панкейки, чай, ну и что-то еще. Сейчас мы просто гуляем, любуемся видами. Касательно погоды, надо сказать, здесь не очень холодно, наверное, плюс 5, поэтому обходимся даже без шапки, то есть легкие перчатки, куртка, флиска, и достаточно комфортно находиться здесь на обзорной площадке. По итогу наш полет длился порядка 15 минут. Мы летали над базовым лагерем Эвереста, высота которого чуть больше, чем 5300 метров, и над ледником Хумбу, высота которого составляет 4600 метров. Да, а что касательно стоимости данной прогулки, то она $1300 с человека. Ну, на данный момент, да, стоимость постоянно меняется, разные компании, разные цены. Плюс мы заплатили по 7000 рупий с человека уже в аэропорту в качестве налога. Ну, а его называют налог, разрешением, поэтому он обязательный, тоже его стоимость постоянно меняется, поэтому за ценами следите. Наиболее выгодные цены мы нашли у компании Master Trek Adventure. Все контакты, как обычно, оставим в описании под этим видеороликом. Поэтому, если у вас нет свободных 2 недель, чтобы подниматься в горы, также нет снаряжения и необходимой подготовки, вы можете воспользоваться данным туром. Он, конечно, тоже не дешевый, но зато очень быстрый и интересный. Его мы вам крайне рекомендуем. Добро пожаловать в новый вертолет. Отправляемся сейчас обратно в аэропорт Лукла и потом в Катманду.
После того, как мы вернулись с Кириллом с нашего приключения с Эвереста, Али принял вахту. И мы сейчас с ним идем в индуистский храм, который называется Пашупатинатх. Второй раз не простите, не выговорю. Говорят, что здесь платный вход 1000 рупий. Мы хотим найти бесплатный вход, потому что это тоже не совсем официально, вот эта вот плата за вход. В сам храм не пускают, но здесь есть одна интересная церемония, на которую мы хотим попасть, точнее ее посмотреть. И вот здесь сейчас вот мы проходим. Интересный такой человек. Все-таки попали мы на кассу, но мы сейчас будем искать другой вход, потому что, как я и говорю, это все такая условность. Причем в сам храм туристам заходить нельзя. Можно посмотреть только на церемонию. Поэтому мы сейчас выходим и будем искать другой вход. Говорят, что он где-то на мосту находится, значит, нам нужно искать мост. Вокруг множество палаток с интересными атрибутами для ритуалов религиозных. Нужно найти речку, найти мостик, и там как-то вот можно пройти бесплатно. Ну, конечно, не пройти без долгой жизни, когда так предлагают активно местные жители. Короче, Donation заплатил, красную штуку ему налепили, и теперь вот ходит, на долгую жизнь сказали. Но зато мы спросили, где находится речка, и сейчас направляемся в ее сторону. В Непале можно вообще просто выйти гулять по улице, и вы обязательно попадете на какой-то колорит. Я, кстати, издалека даже слышу музыку, и мне кажется, что именно там, где музыка, проходит самое интересное. Утипутички, посмотрите, кто на бабке сидит. Здрасте. Здрасте. Надеюсь, вы не заплатили 1000 Я не заплатила, а вы? Я не заплатила. Ну, Все, мы пошли молодцы, гулять. точно. Мы молодцы. Ну, на самом деле, вот в интернете пишут про то, что у моста лучше обойти. Но мне кажется, я изобрел более аккуратную тактику. Там есть скамейки до моста. И если вот так вот зайти, левее чуть-чуть вот так вот пройти, пока отвернулся охранник, сесть сначала, как будто ты наблюдаешь, потом аккуратно перелезть через скамейку, пройдет мгновение, ты на ниже, лавочку еще на ниже, и все, это как будто уже заплатил. Конечно, это не какой-нибудь Варанаси знаменитый. Суть в чем, ребята? Суть в том, что... А вон тот охранник, который мне замечание сделал, но сделал вид, как будто бы мы уже заплатили все. All inclusive. Смотрите, сейчас мы гуляем по южной стороне реки. Здесь сжигают тела низших каст, и потом их прах пускают по реке. Вот так вот сжигают. Конечно, вообще от самой этой церемонии будут просто мурашки по коже. Значит, здесь у нас есть астрологи, предсказатели будущего. Берут цену от 1000 рупий. Кто-то за 500 он готов. В общем, колоритное такое еще одно местечко. А вот здесь непосредственно находится сам храм, о котором мы говорили. Сейчас мы прошли сюда бесплатно. Возможно, к нам кто-нибудь подойдет, но мы уже выйдем. Это индуистский храм. Сюда приезжают паломники как со всего Непала, так и с Индии. По храму гуляет множество обезьян и встречаются где-то даже коровы. Еще одна важная информация, которую я вам не сказала, ребята, это храм Шивы. То есть здесь почитают вот эту богиню Шива. И еще одна интересная информация. Здесь так много обезьян, потому что они здесь священные, поэтому их здесь так много. А еще каждый день здесь проходит интересная тоже церемония с огнем и так далее. Я не знаю, останемся мы или нет, потому что все-таки будет достаточно поздно. В общем, сейчас наш новый знакомый, который является студентом в Катманду, он рассказывал, почему вообще здесь проводят кремацию тел, почему их пускают по реке, потому что когда человек умирает, он остается запертым в своем теле, и его душу надо выпустить для дальнейшей реинкарнации. Поэтому тела здесь сжигают и пускают по реке. И до того момента, как родственники это не сделают, его душа будет закрыта. То есть человек не сможет дальше пройти реинкарнацию. Мы сейчас наблюдаем, как подготавливают тело для того, чтобы потом осуществить весь церемониал, ну, по сути, кремации. Вот сейчас там, видите, толпа людей, они подготовили тело, накрыли его оранжевым покрывалом, и
сейчас происходит какой-то вот ритуальный процесс. После этого они возьмут это тело и отнесут по ту сторону моста. Почему туда? Потому что здесь только для самых важных людей Непала. Вот этот вот помост, это для очень богатых людей. Здесь, конечно, может и обычный человек, как нам объяснили, ведь, но он заплатит гораздо большую сумму, не $150, как там. $150 стоит вот этот весь процесс за одно тело. Здесь это существенно дороже. А вот справа, вот этот помост, он исключительно раньше был для королей Непала, а сейчас, так у них республика, то для премьер-министра и членов его семьи. Вы можете обратить внимание, уже начали относить тело на ту сторону. Это значит, что оно готово для дальнейшего... И провели его омовение в этой реке. И сейчас, помыв это тело, будут нести на сжигание. Вот здесь у нас Али уже заседает со своими новыми друзьями. Холли-старцы, которые за небольшой донейшн готовы и пофотографироваться, и посниматься, и даже осветить вашу душу. Тому сейчас благословляют на долгую жизнь. Тамар, ну теперь... Ну все, теперь да. Теперь в у программу меня «Московское долголетие». Да. главное не на реинкарнацию. И сейчас мы видим тело, которое мы валим. Сейчас его будут поджигать. И первый, кто должен поджечь, это старший сын. И говорят, что если сына нет в семье, это очень плохо, потому что это не принесет удачи. Поэтому очень важно иметь сына в семье. Процесс кремации занимает около 3 часов, как нам сейчас подсказали. При этом не используются никакие химикаты, ничего лишнего. Исключительно бревна, сено и все, и тело. Больше ничего другого они не используют. Мы находимся с этой стороны, потому что быть на той стороне, как нам объяснили, это только для членов семьи. И если туристы туда приходят, это как будто бы неуважение к ним, поэтому мы смотрим это по эту сторону реки. Только что рассказали про то, что определенные тантрические практики, их называют огори, в этом маленьком домике во всем черном, вы видите монахов, они, когда занимаются погребением, там вообще жуть, после того, как тело сгорает, они каждый берут, члены семьи по кусочку, каннибализм это другими словами, именно ритуальный каннибализм, они берут небольшой кусочек и употребляют его в пищу. И место жуткое на самом деле, да, я не знаю, вот все приходят сюда и просто смотрят на это, обычно, но для них это, видимо, такая просто традиция, которая всегда по жизни с ними. Да, для нас это удивительно все. Удивительно, какое большое количество людей из Непала сюда приходит просто, как мы в мечеть или в церковь ходим, сюда люди приходят посмотреть, как проходит процесс омовения, как процесс сжигания тел происходит. Они приходят сюда именно как тоже в целях ритуальной практики. Уже под занавес нашего путешествия мы спросили гида, правильно мы понимаем, что здесь кладбищ нет? Но он сказал, нет, на самом деле кладбище есть, они там вверх по ступенькам, и там захоронены только дети, причем маленькие дети, у кого еще не появились зубы, и святые люди. Святые люди, потому что они настолько чистые и благие помыслы у них, что их можно захоронить, а дети, потому что так как у них еще нет зубов, нет смысла делать процедуру кремации, потому что так они не переродятся. Поэтому их, как чистые души, тоже нужно захоронить. Друзья, сегодня был насыщенный выпуск, у меня постоянно менялась вахта, то Али со мной ходил к храмам, то Кирилл со мной летал на Эверест. В общем, самый энергичный и богатый получаюсь я, потому что... Что? Насчет богатой не уверен, потому что все-таки заплатить за Эверест коллегам пришлось, а я так поспал подольше. Но духовно богатыми мы стали все, потому что это место просто уникально, традиции людей, которые живут здесь в Непале, где переплетение буддистских и индуистских верований.
все сливается в одно, где очень добрые люди. Действительно, здесь животные и люди находятся в гармонии. Ну, впечатлений просто масса. Я надеюсь, вам этот выпуск понравится. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и И до новых до встреч! новых встреч. Всем пока!